Всем привет! Сегодня у нас второй прогноз на сентябрь, и прежде чем начать, приглашаю всех в проживание арканов. Это только если вы готовы сделать себе подарок и можете позволить себе этот подарок, потому что к новой жизни, мало кто готов. К хорошей жизни. Всем нравится жертвить, сидеть в жертвах и так далее и тому подобное. Поэтому, если хочешь поменять свою жизнь, то добро пожаловать. Ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. И также есть еще манифест, марафоны два марафона. В эзотерической библиотеке 10 марафонов. Есть закрытые расклады и есть обучение точечное по колодам. Приходите, никто еще не пожалел. Ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. И давайте-ка мы с вами начнем наш расклад. Единички. Первые две карты у нас сигнификация, что в августе происходит у тебя, и остальные парно читаем. Но август тебя добил. А как я тебе по-другому прочитаю? Но он добил, но ты не легла. Это вот как не нокаут, а еще вот пока ты на ногах стоишь. Был момент у тебя в августе, когда вот все разом посыпалось. Отношения хлопнулись, на работе подрезали по полной. Еще и тело сигналы выдало, да, там усталость, бессонница, нервы на пределе. Не август, а какой-то ноябрь прям. И ты словила дно, без иллюзий, без самообмана. И вот на этом дне ты встала в стойку. Некрасивая картинка, там «я сильно», а вот голая выносливость. Встала, сжала зубы, закрыла самые горящие дела и перестала ждать, что кто-то тебя спасет. Ты сейчас действуешь из режима, выживу любой ценой. И это работает. Ты ограничила лишнее, стала говорить «нет» всяким трутням. Перестала вытаскивать чужие проблемы. Усталость накопилась сейчас зверская. Но и опыт подрос. Во всем нужно смотреть плюсы. Сейчас ты четко видишь, кто тебя вниз тянет, где ты сама себе яму роешь, и где надо просто закрыть, как говорится, очередной виток говнишка. Август для тебя — это конец старой схемы «я тяну все и всех». Ты уже не бежишь на каждый зов, ты сейчас дозируешь силы. Ты держишь, границу, рубеж. Да, больно, да, обида, но зато ты контролируешь все. Минимальные обязательства, они сделаны, лишние срезаны. И главное, что ты перестала оправдывать чужую лень и свои ошибки обстоятельствами какими-то. Ты честно признала, что так дальше нельзя, и этим ходом ты уже готовишь себе чистый вход в сентябрь. Так что в личной жизни в сентябре? Перезапуск. Прям с нуля. Не из этого вернется и все починим, а по-честному. Ты закрываешь старую линию своего поведения. Где терпела, где строила надежды на пустом месте. Ты выходишь из этого всего с поднятой головой. В сентябре я имею в виду. На старое больше не тратишься. У тебя включается легкость без этих дураков. То есть флирт, встреча, общение живое, но уже без самоунижения, без беготни за кем-то. И при этом горизонт расширяется. Новые знакомства не из твоего привычного круга.
Это не про навсегда. Это про, знаешь, вот мне хорошо здесь и сейчас, и я выбираю. Ты ставишь себе формат такой вот: уважение, там, конкретика, инициативность. И к тебе тянутся те, кто умеет играть по-взрослому, а не вот эти детские игры из августа и из июля. Внутри у тебя появится вот здоровое любопытство к жизни, к людям. Ты перестанешь вот сидеть в ожидании сообщений. Ты сама себе задаешь темп. Предложила — сделали. Нет ответа — пошли они картошку копать. К сентябрю у тебя уже план на досуг есть. И там будут встречи, которые вернут тебе вкус к отношениям. Ты не будешь цепляться, вот как ты это делала вот это все лето. Понимаешь? И это будет притягивать нормальных мужиков, а не мужичонка хрен с потрошонку. Понимаешь? Рядом с тобой становится тепло, спокойно, потому что ты больше не просишь любви, ты ее даешь, сохраняя достоинство. И итог — сентябрь тебя несет, на тебя несет этот, как его, свежий воздух. Понимаешь? Все будет хорошо. Без всяких вот этих бесконечных «завтра посмотрим» и вот эти прочие бесконечные разговоры. Ну, я про личную жизнь говорю. Что с деньгами будет? Жесткая чистка. Ты прекращаешь платить эмоциональную дань за прошлые ошибки. Кредиты закроешь по графику, лишние там подписки режешь, ненужные траты выметаешь. То есть у тебя жесткая чистка в сентябре. Главное сдвиг будет — это ты перестанешь финансировать то, что тебя разрушает. А это токсичные подружеские «одолжи», «я заплачу, а там рассчитаемся», или там «на себя потрачу потом». Вот это все у тебя чистка. И первое ощущение — пусто и грустно. Кажется, что ужалось все, но это ложно. Ты просто перестанешь сливать деньги. И на вот этой базе у тебя складываться будет хорошая подушка финансовая. Маленькая, но своя. Параллельно подтянешь доход. То есть висящие задачи добьешь, возьмешь подработку и закроешь вот какое-то начинание, которое тянется очень давно. За быстрыми деньгами ты не будешь бежать. Ты выстроишь устойчивость. Спонтанные покупки все на стоп. Покупки по списку — вот это вот твое будет. Еще ты перестанешь платить за вот это вот чужое признание. Никаких вот этих дорогих жестов из гордости. Сентябрь — это месяц финансовой дисциплины и трезвого твоего расчета. К концу месяца увидишь цифрами, что минусов нет, обязательства под контролем, движение в плюс пойдет. В сентябре я имею в виду. И настроение от этого будет нормальное, а не как сейчас эти эмоциональные качели. Деньги будут спокойно приходить и уходить только по твоим правилам, а не по каким-то там чужим хотелкам. Совет. Знаешь, 3 вещи. Первое — это бытовая база. То есть еда, сон, порядок, расписание. Не геройствуй, просто выполняй. Ровная база, она даст силы на все остальное. Второе — это вложение в себя как в женщину. Не показуха, нет, уход и комфорт. Волосы, кожа, одежда, вот в которой тебе удобно, а не на всякий случай. Это я не про понты, это про ощущение, что ты у руля. И третье — это семья и близкие. Удели время тем, кто отвечает теплом на твое тепло. И не тяни тех, кто вечно недоволен. Создай вокруг себя знаешь, маленький круг радости. Там совместные ужины, там совместные прогулки, встречи без вот этих выслушиваний, как кого-то там мужик бросил. Понимаешь?
По личному не обещай ничего. И не верь пустым обещаниям. По деньгам у тебя план на месяц, жесткое следование. Любая токсичная штука вон без переговоров, без всяких. И расширяй свое пространство. Новые места, новые люди, новые задачи. Не для галочки, а для жизни. Сентябрь для тебя — это про рост через простые вот действия. Каждый день один маленький шаг там в здоровье, в доход, в отношения. Когда будешь держать ритм, месяца хватит, чтобы ты сама себя не узнала. А будешь ты спокойная, ухоженная, дедова внучка и заодно пират. Понимаешь? Делаешь — приходит результат. Не лезешь в болото, болото исчезает из твоей жизни. Понимаешь? Все ты понимаешь. Давайте перейдем на второй вариант. Двоечки. Первые две карты сигнификации. Что в августе у тебя происходит? Жонглирование. У тебя август — это режим жонглирования, но без аплодисментов. Работа, бытовуха, какие-то долги по делам — все сразу. Днем тащишь одно, вечером другое, а внутри пусто и тихо. Ты делала вид, что все хорошо, но по факту ты избежала там лишних разговоров, свернула контакты, перестала делиться, перестала спрашивать, сама с собой наедине все разложила. Кто тебе там друг, что тебе реально нужно, где ты перегибаешь. И еще ты две линии держала. Надо и хочу. Надо у тебя выполнено четко. Там счета, дедлайны какие-то, обещания. А хочу ты откладываешь, потому что сил не хватает. Из-за этого тебя качало весь август. Ты выходила в люди и смеялась. То ты... Извиняюсь, подавился. То ты закрывалась и молчала. Ночью думала о важном, отрезала лишнее. И убрала вот эти все разговоры для галочки. Понимаешь? Встреча отменила, которые ничего не дают. Все одновременно у тебя вот, так сказать, август — это у тебя раскладывание все по полочкам. И жонглирование. И это тебя вымотало, но зато дало ясность. Ты поняла, где твой ресурс, а где дырка от бублика. А к концу августа ты перестанешь реагировать на чужие вот эти качели эмоциональные. Ты останешься с собой, но не в одиночестве, а вот, как сказать, в трезвости. В голове порядок, приоритеты выписаны, желания честно названы. Баланс был хрупкий, но ты его удержала в августе. Что в личной жизни в сентябре? Все смотри, в сентябре у тебя один разговор решит все. Прям без намеков. Ты поставишь прямой вопрос ему и получишь прямой ответ. Не про романтику, а про формат и про границы. И после этого ты не будешь метаться. У тебя включится спокойный режим, без беготни, без слез, без драм. И вот ровный темп. Если этот человек готов вкладываться, вы, как говорится, идете дальше. Если нет, то вон дверь, она не закрыта. И знаешь, это все сработает тебе в плюс. Исчезнут лишние ожидания. Ты перестанешь просыпаться с мыслью, а что он там имел в виду. Будет прозрачность. Новый знакомый не будет. Ты, как сказать, у тебя проверка существующих отношений. Если ты свободна, то в себе разобраться нужно. Понимаешь? У тебя
вот эта вот пауза или точка, если вот висит такая вот история на паузе, она превратится в точку. У тебя внутри под конец августа будет, под конец сентября будет спокойствие. Забыл, что мы сентябрь смотрим. У тебя не будут, как сказать, вот эти эмоциональные качели. У тебя будет ровная позиция. От этого и в личном станет легче. Встречи в кайф, переписки по делу, никаких вот этих, как сказать, без лапши. Понимаешь? Тепло будет. Ну, в общем, без лапши и никаких игр. Ты ритм держишь, а не ритм держит тебя. Понимаешь? Что с деньгами будет? Деньги, они, как сказать, они пойдут через твою инициативу, но при условии то, что дисциплина железная. Понимаешь? То есть скажу как есть, у тебя есть навык, который давно просится на монетизацию, и ты выдашь это. Понимаешь? Ну, начнешь этим заниматься. Это может быть там услуга, свечи и так далее. Самое главное, не растягивай. Не вот это вот начну в понедельник, начну с Нового года, а вот запускай в сентябре. Первые деньги придут быстро, но, как сказать, не разгоняй траты. У тебя тут главный риск — это схватить и сразу начать собирать там корзину «я это заслужила, я это заслужила». Не сливай деньги. Закрепи. Подушку финансовую сделай. Оплата только нужного. Понимаешь? Ты увидишь, где деньги текут, где убегают от тебя, где убегают, там перекроешь. Пересмотри вот эти вот, как сказать, мелкие минусные траты. Понимаешь? И еще один момент. Деньги очень будут зависеть от твоего «нет». Не берись за лишние бесплатные вот эти одолжения, в долг не давай. Бесплатно — это только то, что ты решила заранее. Понимаешь? И с ограничением по времени. Но не сентябрь, не сентябрь. Будет шанс, как сказать, на дополнительный доход еще. Нужно взять. Но веди учет деньгам. Конец месяца ты встретишь без нервов, доход будет выше, расходов будет меньше. Цифры будут, как говорится, прозрачные. И захочется, конечно, припрятать все. Прячь, но без абсурда всякого. Совет на сентябрь. Ну, первое, обязательно начинай вот этот личный проект, который тебя, как говорится, тянет. Не откладывай. Начни вот, как сказать, в первую неделю сентября. Четкий поставь дедлайн и результат, который можно показать. Понимаешь? В старую боль не лезь. Через вот эти переписки с ним, выяснение отношений. Это только будет, как сказать, плохо тебе. Тебе нужны новые впечатления, но дозированно, без хаоса. Вот у тебя сентябрь, занимайся вот этим делом. Без всяких там вот этих всех на отношения. Не забей, но не лезь в выяснение отношений. Вот просто не лезь. Не лезь. Тоска накрывает. Там начни там какой-нибудь список составь, действия на 20 минут, понимаешь? Деньги не трать. Копи. Тут мне больше нечего сказать, потому что у тебя сентябрь, тебе нужно заниматься своим делом. Ничем другим. Отношения все нахрен. Занимайся своими делами. Троечки.
Первые две карты — сигнификация, что в августе у тебя происходит. И троечку, кстати, зову отдельным приглашением в проживание арканов, потому что вы умнички. Итак, август как прошел? Под жестким контролем головы, там, странными качелями почувствовал. Ты отрезала лишних людей, рамки выставила. Ты перестала оправдывать чужие выкрутасы. Разрулила пару конфликтов через факты, спокойно, четко, без истерик. Задачи ставила, закрывала дедлайны, на эмоции не велась. И при этом тебя штормило на тему вот отношений. То тянуло к нежности и теплу, то ты рубила все под корень, чтобы не раствориться. Был один мужчина, который на словах весь такой сахарный, вкусненький, а на деле пустота. И ты не купилась, оставила дистанцию и не дала себе на шею сесть. Знаешь, по сути, август ты провела как взрослый человек. Логика впереди, сердце под присмотром. Никаких вот этих «а вдруг» и прочая вот эта ерунда, только по делу. Внутри у тебя стало тише в августе, потому что ты перестала верить вот этим обещаниям пустым. И начала смотреть уже на поступки мужиков, а не верить во всякую лапшу. Твоя тема августа — это вот навести порядок в голове и в телефоне. Стерла лишнее, почистила переписки, закрыла все хвосты. На работе у тебя ясный план, дома рабочий режим, и еще ты честно призналась себе, чего ты в отношениях хочешь. Не сказки вот эти вот, не лапшу, а нормального вот, как сказать, партнерства. И это признание тебе и дало опору. Ты перестала тратить время на тех, кто тянет одеяло на себя, и оставила место для тех, кто умеет быть ровным, теплым, и все это в одном человеке. Август — это твой разворот к трезвости, и ты его выдержала. Что в личной жизни в сентябре? Хитрожопый товарищ всплывет. Он любит обещать, любит играть на твоем там интересе, умеет говорить нужные слова, когда ему выгодно. Он попытается вернуться на старых, как сказать, дрожжах. Пару ласковых слов, пара сожалений, пара намеков на будущее. А ты у меня уже умеешь читать такие маневры. Ты себя развести вот в эту, так сказать, в серую болоту не дашь затянуть. Ты, как говорится, соберешь факты, проверишь детали, поймаешь несостыковку и закроешь эту тему с хитрожопым товарищем. Это не будет спектакль, это будет спокойный отсев говна, извини меня за выражение. После этого ты развернешься в сторону, как говорится, новых маршрутов. Новые места, новые люди, другой круг общения, совершенно другой. И не ради количества, а ради качества. Тебе, как сказать, в сентябре не нужен шум. Тебе нужна ясная связь, где вот есть инициатива, есть уважение, и ты ее запустишь. Вот тон сентября будет, знаешь, какой? Вот как сказать, я выбираю. Вот такой тон. Ты назначаешь встречи, ты задаешь темп, ты прекращаешь пустые переписки, все ты у руля. Внутри тревоги не будет, ты не ждешь никого. Ты будешь проверять делом всякого полумужичонка. Итог, знаешь, на сентябрь тут простой. -1 хитрец, который тебе привалит, плюс будет вектор на нормальных взрослых мужиках. Не романтическая сказка про звезды, достану тебе с неба звезду, а прям ровное, спокойное сближение с теми, кто не прячется за вот этими вот «я тебе звездочку достану». Ты в этом будешь сильна, потому что у тебя теперь будет фильтр. Что с деньгами? Деньги, знаешь, они пойдут через какой-то новый старт.
Но запуск, он тебе дастся тяжело очень, потому что придется остановить пару привычек. Инициатива у тебя уже сейчас есть. Есть или идея, или какое-то предложение. И ты включишься в сентябре, зажжешься и начнешь делать. И знаешь, в сентябре ты упрешься в собственные «я так привыкла». Понимаешь? То есть будешь растягивать сроки, перекладывать на завтра, ждать вот этих опять идеальных условий, потому что что? Потому что в проживании тебя нет, а ты там должна быть. Вот в сентябре это все может тебе боком выйти. У тебя прорыв будет только через жесткую установку, как сказать, остановить старый сценарий. Вот так, понимаешь? Это не ждать вот этого эфемерного вдохновения, а резать лишнее и делать одно, но до конца. И ты сядешь и доведешь свой там продукт, услугу, проект до готового вида. В сентябре доведешь без вот этих вот завтра сделаю, послезавтра сядешь и сделаешь. Понимаешь? И сразу ставишь ценник и выкатываешь. И собираешь первые денежки уже к концу сентября. Деньги, они начнут к тебе приходить не потоком, а вот партиями. Понимаешь? Но стабильно. И тут, что важно, не размазывать усилия и не хватать какие-то там вторые, третьи задачи параллельно. Один запуск, одно дело, один результат. Понимаешь? И еще момент. Ты уберешь свое зависание на мелочах. Понимаешь? Если хочешь, чтобы вырос чек. Сентябрь — это для тебя, как сказать, вот, про действие без пауз. И без вот этого «я потом доделаю». Понимаешь? То есть ты откажешься от вот этих зависаний до завтра, до послезавтра и так далее. Понимаешь? Деньги улетать не будут, деньги будут работать на тебя. К концу месяца ты увидишь прирост и поймешь, что тормоз был только в твоих привычках, которые называются «я отложу это на завтра». Совет. Соглашайся на любые предложения в плане денег, но не вкладывай их. Понимаешь? И не отдавай рычаги управления тобой никому. Понимаешь, сентябрь для тебя игра, но правила должны быть твои. Любая встреча, любое твое начинание, все должно быть на твоих условиях, с понятными рамками, никак иначе. Отслеживай, где тобой манипулируют через вот эти вот слова. Сейчас скажу, вот как, ну чего тебе жалко, что ли? Вот примерно вот так. Сразу режь, давай фингал и все. Никаких там потом отдам, никаких там подстрахуй меня денежно по-быстрому. Никаких. Просто вот жесткие рамки, никаких долгов. И не играй с этими, с деньгами. Никаких резких трат. Никаких там потом накоплю, куплю. Ой, этот, как его, сначала куплю, потом отдам. Никаких. Любой, кто давит, тот, кто обещает золотые горы или там выкручивает, как сказал бы мой дед, яйца, их всех вон. Понимаешь? Прям вот матом на 3 буквы вон. Иначе ты потеряешь контроль в сентябре и начнешь хватать лишнее. И в долги, как сказать, отдашь деньги, а тебе не вернут. Понимаешь? И запомни, вот на сентябрь не возвращайся туда или к тому, где уже обман ловила. Понимаешь? Ставь точку, не объясняйся по 10 раз. И каждую неделю сентября, всего 4 недели, делай один смелый шаг, который переносит тебя вперед. Что это может быть? Знакомство, подача заявки на что-то, там открытие дела и так далее.
Понимаешь? Это все сломает, как сказать, старый твой автопилот и откроет двери перед тобой. Понимаешь? И запомни, вот на сентябрь запомни, что вот, как сказать тебе, ты никому ничего не должна, за свое нет. Понимаешь? Запомни это обязательно. Сорвешься на эти уговоры, на азарт, все. Ты там потеряешь сентябрь, и дальше, как сказать, грустные месяцы будут все твои со слезами и так далее. Я тебя предупредил, твое дело выдержать. Ну и все на этом. Вот такие сегодня, как сказать, непонятные расклады. Но что есть, то есть. И обязательно я тебя жду в проживании арканов. А если ты одинока и тебе там скучно, то хотя бы приходи в магический чат. Ты будешь не одна. И помни, что дед всегда рядом.